Найден автор фишинговых сайтов, подробности победы венесуэльской оппозиции, протесты в Иране. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 31 мая, 14:30. 29 мая эксперт по кибербезопасности Александр Литреев и основатель платформы для киберрасследований Артем Тамаян опубликовали расследование, где они смогли деанонимизировать одного из авторов фишинговых сайтов, которые копируют сайты Русского добровольческого корпуса, Легиона Свободы России и проекта «Хочу жить». Издание «Медиазона» рассказывает, что авторы также успешно добиваются отмены регистрации доменов и блокировки аккаунтов на площадках, где размещаются подобные ресурсы, потому что ФСБ использует их для заведения уголовных дел. 25 мая нобелевский лауреат Дмитрий Муратов на канале «Но Медиа» из России обратил внимание: мы перестали слышать крики испыточных камер. И рассказал истории того, что делают с политзаключенными в российских тюрьмах. 12 июня мы записываем второй сезон «Абсурд Faces» как часть марафона в поддержку политзаключенных «Ты не один». Свяжитесь с нами, если хотите участвовать. Также пишите в комментариях имена людей, чьи истории вас поразили. 26 мая YouTube-канал Oslo Freedom Forum опубликовал детективные подробности проведения предвыборной кампании венесуэльской оппозиции. Форум помог купить старлинки, которые передавали информацию о подсчетах на выборах. Проигравший, но удержавшийся у власти Николас Мадуро, чтобы вытащить советников, укрывавшихся в посольстве Аргентины, где с командой координировали предвыборную кампанию и подсчет голосов, разорвал дипломатические отношения с Аргентиной. Президент Аргентины Хавьер Милей попросил Бразилию взять на попечительство территорию посольства. Один из этих советников, Педро Уручурту, рассказал, как они выживали 5 месяцев без электричества и воды. 30 мая транспортно-логистический портал Transport Europe со ссылкой на источники в сообществе иранцев в изгнании сообщил, что в забастовке дальнобойщиков, начавшейся 19 мая в Иране, уже принимают участие около 900 тысяч водителей, что остановило до 90% грузовых перевозок в стране. У нас на YouTube-канале в разделе Make Art Not War опубликовано новое стихотворение Руси Рассвет под названием «Театр». Послушайте и задумайтесь о настоящей трагедии, происходящей в Украине, и что вы можете сделать, чтобы помочь. Присоединяйтесь к нам и помогайте в работе по формированию желания изменений в российском обществе. Если вы хотите, чтобы изменения произошли, делайте свой вклад.